Сразу по окончании Второй мировой появились охотники за затонувшими субмаринами и подводные кладоискатели. Осенью 1986-го, после многолетних поисков датчанину Оле Йенсену удалось обнаружить нацистскую подлодку Ю-534. Судно лежало на дне пролива Каттегат, соединяющего Северное и Балтийское моря. Йенсен знал, что в отсеках предположительно находится золото и секретная документация, и ему не терпелось прикоснуться к затонувшей тайне. Ю-534 ничем не выделялась среди нацистской армады вплоть до начала 45-го. К концу войны, как только фашистская Германия посыпалась под ударами советской и союзных армий, командовавшему субмариной приказали перебазироваться. В провальном для нацистов апреле командир Ю-534 Герберт Ноллау прибыл в Киль, на основную немецкую базу подводного флота. Команду, причалившей к берегу 70-метровой лодки, заменили новым экипажем. К ночи 4 мая 1945 на военно-морскую базу гитлеровцев прибыл некий груз. Командиру приказали приступить к немедленной погрузке на борт подлодки. Вскоре герметичные алюминиевые сосуды оказались на борту. Перед самым рассветом субмарина с таинственным грузом покинула базу, устремившись курсом на пролив между Швецией и Данией. Но долго оставаться незамеченной у субмарины не вышло. А заметившие судно в надводном положении рыбаки передали информацию в королевские ВВС. Посланные для преследования патрульные самолеты быстро обнаружили лодку в Каттегате. Ю-534 шла в голове конвоя, сформированного 3 новейшими немецкими субмаринами. Несколькими атаками с воздуха подлодка Ю-534 была бескомпромиссно повреждена. Отсеки быстро заполнились морской водой, и Ноллау вместе с выжившим экипажем пришлось экстренно эвакуироваться на спасательных шлюпках. Когда в 1986-м аквалангист обнаружил желанную Ю-534, вокруг этого события зародилась интрига. Слухи о спрятанном в субмарине золоте, по самым смелым предположениям на $10 миллионов, не давали покоя журналистам. Но лодка находилась на 60-метровой глубине, и ее покрывал толстый слой ила, водорослей и рыбацких сетей. Йенсен несколько раз погружался лично, тщательно обследуя судно снаружи и фотографируя. Ему удалось поднять на поверхность часть гидрокомпаса и перископа. Такие вещдоки убедили специалистов в том, что они имеют дело именно с Ю-534. А вот с золотом можно было определиться, лишь подняв огромное судно на поверхность. А это было затратно и механически, и финансово. Работы оценили в более чем 3 миллиона датских крон. Одни только подготовительные процессы обещали затянуться на многие месяцы. Изыскивая необходимые средства, Йенсен в тандеме с журналистом Квистом обратились в BBC и известные радиокомпании. В итоге проектом заинтересовался крупный датский бизнесмен и издатель Карстен Рей. В случае успешно проведенных мероприятий ему сулила как минимум широкомасштабная реклама. Но подготовка затянулась. Ю-534 поднялась на поверхность только в августе 1993-го. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.